Друзья, всем привет, серферы, бездельники, девианты. Приветствуем в нашем эфире. Так, сниму это ухо, пока Лешу не услышу. И я рад вас всех видеть. У нас сегодня идет эфир сразу на 3 каналах. У Алексея Арестовича, у меня на основном и у меня же на Романенко Шорс. И мы будем говорить о дебатах Байдена и Трампа, о последствиях дебатов для Украины, потому что они во всех смыслах фундаментальные, вызовут последствия, я думаю. И самое главное, они интересны по глубине тех фундаментальных процессов, которые происходят в США и которые непосредственно влияют на Украину. Я не поленился, их тоже посмотрел. Я думаю, Леша тоже посмотрел. И, собственно говоря, мы об этом сейчас подробно поговорим. Но я, во-первых, начну начать эфир с выражения соболезнования жителям Днепра, потому что там сегодня твари очередной ракетой попали по жилому дому, и 4 этажа снесло, есть пострадавшие, дай бог, чтобы не было погибших, но в любом случае Днепр, мы искренне с вами, потому что война страшное дело, и враг страшен в своих нечеловеческих проявлениях. Вот, к сожалению, приходится и с этого начинать. И, собственно, теперь мы можем привлекать Алексея. Алексей, привет. 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 Сейчас, секундочку, ухо засуну. Алло. Да, привет. Да. Я хочу начать с чего? Первый вопрос я задам не по Трампу, я задам по Собчак, потому что вот эти 3 эфира, которые ты провел, Собчак, Быков, кто там еще, Гордеева, ну, они порвали, значит, многих украинцев, и опять пошла новая волна хейта, предательства, значит, как так, оказался, выдавал себя, значит, за разведчика, а оказался не разведчиком, перефарбувався там. И, собственно говоря, ты сам как оцениваешь уровень зрады, вот твоей внутренней зрады, вот ты уже перешел красную черту зрады, или все-таки есть еще в запаснике нечто, что нас всех очень серьезно удивит? Да, честно говоря, меня мало интересует мнение украинцев на тему, кого я там предал, не предал. Меня интересует, чтобы мне было интересно. Мне было интересно. Все. Перешел я там зраду, не перешел, мне до задницы, честно говоря. Вот, опять же, почему я должен отказывать себе в чем-то только потому, что кто-то там что-то возразит или как? Какое-то странное поведение, тем более этот детский сад огромный в сумасшедшем доме под названием Украина. Но просто ключевой вопрос, который всех интересует, потому что люди же, как правило, понимают это дословно. И когда я разбираю там тезисы, которые сейчас звучат в других эфирах, ну, в глубину копать, то оказывается, что, собственно говоря, никакой зрады нет. И, ну, например, тезис, что ты порываешь с Украиной. Ну, я так понимаю, что ты порываешь с Украиной Второй Республикой, вот с той старой Украиной, которая на наших глазах потихоньку загибается. Я просто снял с себя ответственность за всякое состояние Второй Республики. А, например, если вдруг появится третья, то я с удовольствием приму всю полноту ответственности за нее, если надо будет. Мое возвращение в Украину или в украинское пространство, скажем так, ответственности, зоны ответственности, связано только с одним вариантом, с переходом Украины к широкому проекту. Узким я не собираюсь заниматься. Ни при каких обстоятельствах. Более того, как бы он мне целиком враждебен. Какого хрена я должен что-то вкладывать, инвестировать, заботиться о нем и так далее. Хай идет лесом. Ну, по поводу Собчак, я просто смотрел, как бы думаю, а что там в интервью было такого, что они обсуждают внутри Украины втихую или в эфирах? Там ничего другого не было, кроме того, что все и так обсуждают. Сам факт, что типа Собчак, ну, все темы там ничего, то есть это же все обсуждается в той или иной степени. Поэтому, как бы, эта реакция, что там какой-то там... Да ну что ты, ну какая реакция? Ну, простая публика, она, раз Собчак, значит, близкое окружение Путина, все, Арестович Зрадник пошел к Путину. Как бы они по-другому не мыслят. Публика поярче, сами хотели бы быть у Собчак, но просто их никто не приглашает. Вот и вся мотивация реакции, как бы, да, и так далее. Ну да, Гордеева вообще записана на 1,5 часа, вернее, 1,5 месяца назад. Она только сейчас выпустила, как только Собчак вышла. Видимо, ей надо было посоревноваться. Гордеева — это очень давнее интервью. Ну, 1,5 месяца, не меньше. И просто выпустили в один день, да, ну, подряд, потому что они между собой еще конкурируют, эти добрые люди. Вот и все. Так получилось. Что-то в небе стало.
Света Денега спрашивает. Тут Фейгин выдал, что Кремль купил Арестовича. Что вы скажете? Ну, Арестович уже, в общем-то, сказал, что... У Кремля денег не хватит меня купить. Ну, тем более, на санкциях голодают скоро, поэтому... Да. Хорошо. Ну, давайте теперь по Байдену. Итак, я, когда смотрел Байдена, то у меня было четкое ощущение, что класс американской политики, ну, даже поменьше, чем у нас, потому что, как уже появился этот мем о том, что дебаты Байдена и Трампа это жалкое подобие дебатов Порошенко и Зеленского в 2019 году. И что, собственно говоря, ну вот многие вещи, о которых ты, Леша, говорил у нас в эфирах, относительно того, что американская политика измельчала и с этим связаны многие проблемы. Вот на этих дебатах, мне кажется, проявилось по полной программе, потому что фактически все они шли в духе переругивания: ты дурак, ты сам дурак, ты лох, сам ты лох, вот, а ты убиваешь страну, нет, ты убиваешь страну, вот, а ты подонок, ну и в таком ключе. У тебя Хантер Байден, значит, гад, а ты сам с порноактрисой, значит, там трахался и врал жене. Вот. И где-то 90% времени ушло на это переругивание. Но я так понимаю, что на самом деле Америка сегодня находится в таком состоянии экзальтации, что большинству наплевать, что говорит Трамп и что говорит Байден, и все смотрят, ну, насколько бодро держатся. И проблема Байдена оказалась в том, что, ну, мягко говоря, он не очень бодро выглядел. Хотя я на самом деле, вот когда смотрел эфир, то, ну, я не увидел там каких-то больших признаков, я не знаю, там деменции или что там они ожидали. То есть, ну да, ну старичок как бы ясно находится в соответствующем возрасте. Конечно, ему в каких-то аспектах там тяжело. Но в целом он вполне даже в ряде моментов и контратаковал, и нападал, и держался линии, потому что они прорабатывали этот эфир. Но мне кажется, что главная проблема в том, что все-таки американцы увидели в том, что действительно их президент стар и далеко уже не суперстар. И, соответственно, для демократов это оказалось таким большим, огромным разочарованием, которое сейчас, я так понимаю, породит волну, значит, по поводу того, что делать демократической партии дальше, и можно ли переиграть все таким образом, чтобы в Чикаго выставить другого кандидата. Как ты думаешь, насколько эта стратегия, ну, если она будет реализована, насколько она может изменить ход избирательной кампании в США? Причем паника как в команде, которая непосредственно занимается выбором в предвыборном штабе, так и вообще во всем демократическом лагере, начиная от политической партии, заканчивая широкими кругами поддерживающих демократов. Дело в том, что они попали в ситуацию голый король. Совершенно было очевидно, уже несколько было сигналов, что Байден по физическому состоянию, опыт у него громадный, но по физическому состоянию здоровья он просто не тянет такую нагрузку, как избирательная кампания. И избирательная кампания еще, когда ты действующий президент, там, как это, в горящем дурдоме, которым является как это, мироздание. И вдруг они понимают, что вот он голый, он не тянет. И уровень дискуссии и все остальное очень сильно обескуражили Америку. Очень сильно. Вот я сейчас переписываюсь с американцами бурно, как бы, да, со знакомыми. Но в штабе просто прострация и развал. А широкая публика чешет затылки и думает, что делать. Главная проблема здесь в том, что они жили, не допуская эту ситуацию. Им казалось, что все было решено, Байден нормально выходит на выборы, там, а дальше уже как сложится. Они не готовили ситуацию, когда его придется снимать с выборов, или он сам захочет уйти. У них нет запасного кандидата, вообще от слова совсем. То есть то, что является фирменной чертой украинской или постсоветской политики, никогда не иметь варианта Б, С и Д, стало частью американской политики. У них нет варианта Б на этот случай. Сейчас срочно искать кандидата, они вообще не знают, кто это мог бы быть. Мишель Обама заявила, что она не хочет заниматься политикой принципиально. Они ее прочили, и у них этого кандидата нет. Поэтому там серьезнейший кризис в демократическом лагере. А в принципе американцы это переживают как кризис того, что ты сказал. Что очень упал уровень дебатов.
И еще давайте заметим, это первые дебаты в истории США, по-моему, когда дебатируют кандидаты, еще не утвержденные своими партиями. Потому что в июле будут решать демократы, а в августе будут решать, точнее, республиканцы, а в августе будут решать демократы, кого выставлять. Если я не путаю, но это не так важно. Это кандидаты, не будучи кандидатами официальными, сошлись в дебатах. А почему? Потому что им как раз перед праймерис в своих партиях надо было показать себя товар-лицом своей партии и своим избирателям. И некого. То есть американская политика датировалась до того, что у республиканцев нет альтернативного кандидата, у демократов нет альтернативного кандидата впервые за всю историю США. Пожалуй. Или за всю современную историю. И кандидаты уникальные, они собрали на себя всю доверие и все недоверие, и исчезновение любого из них радикально рушит этот карточный домик просто в ноль, и никто не знает, что с этим делать. И вот тогда главный вопрос к этому всему, откуда в Америке такой низкий уровень планирования политической жизни? Никогда такого не было, и вот опять. Точнее, как говорил Чернобыль, но в данном случае никогда такого не было, и это первый раз. То есть они вот внезапно увидели, что король голый не Байден, а весь американский король. Как мы дошли до такой жизни, главный вопрос. И как так получается, что нет варианта Б у обоих партий? Как так получается, что уровень дебатов удручающе низкий по поднимаемым темам, по уровню аргументации, реплик, там, да, ну и уже и по физическому здоровью в том числе. Вот это перечень вопросов, который их шокировал. То есть Америка, depressed, то, что называется. Угу. Ну, для нас и вообще, я смотрю просто там, что пишет западная пресса, там и Financial Times, и, сейчас сегодня все, и CNN, и Washington Post, и Политика были полны статей на этот счет. И у многих проскальзывает линия, что для таких стран, как Украина, там Израиль, Тайвань, это не самые лучшие новости, поскольку очевидно, что вот этот кризис элитный, потому что по сути мы видим элитный кризис в Соединенных Штатах, когда назрела смена поколений, и управляющая элита, которая относится там к окончательному периоду холодной войны, вот с того момента она по сути не меняется, она явно деградировала и не способна как минимум даже в публичном дискурсе сформулировать четко национальные приоритеты, цели. И не знаю, может быть там Deep State, где-то там у него есть это все, но на уровне публичного дискурса слушать постановку вопросов в духе миллионы мигрантов там пересекают границу, и поэтому ты мудак, а на самом деле мудак ты, потому что ты там завалил все, а нет, я не завалил, это ты завалил, то это действительно выглядит очень удручающе. Даже у Савика Шустера там в его самом большом кризисе его шоу было повеселее там, и посодержательнее. Я думаю, что Нестор Шуфрич был содержательнее даже, чем многие тезисы и Байдена, и Трампа, как бы там, да. Вот. Поэтому, в этом плане очевидно, что вот этот сдвиг мультиполярности, который происходит на наших глазах, он, очевидно, будет набирать обороты. Как ты думаешь? Кстати, сегодня годовщина убийства Франца Фердинанда, которая, по сути, запустила Первую мировую войну и глобальный сдвиг. И это в какой-то степени даже символично, вот, что дебаты произошли в этот день. Во-первых, миром правят старцы. Средний возраст сейчас 70 лет у всех этих вождей, всех основных государств, плюс-минус и так далее. Как бы, да. И это тоже проблема. Потому что на Западе ее трактуют так, что кто правит? Те, кто победили в холодной войне. Они до сих пор правят, исходя из той логики, которая была присуща окончанию холодной войны и победе в холодной войне. И кругозор сложился тогда, основные паттерны поведения сложились тогда. И они не дали прийти к власти молодым политикам, а уже, между прочим, 40 лет прошло. То есть во всем мире тормознулись, к высшим государственным должностям тормознулись лифты. Си Цзиньпиню там за 70, в общем, чтобы всех не перечислять. И это проблема мировой политики. Это означает, что на уровне поколений никто не смог дать ответ, какой должен быть мир после холодной войны. Заметьте, что все крупные изменения исторические в Европе заканчивались всегда конгрессом. Например, Вестфальский конгресс, по сути, или формой конгресса, Пражский конгресс, Венский конгресс и так далее. Единственный конгресс, после которого Потсдамо-Ялтинский конгресс, Тегеранский конгресс. Единственный
случай во всей мировой истории, когда не было Конгресса после фундаментальных изменений в Европе, это распад Советского Союза и советской системы. Конгресс не был проведен. Мы сейчас полной ложкой жрем результаты непроведения этого Конгресса, не фиксации нового положения сил, вернее, соотношения сил и новых реалий. И Конгресс запускал к власти других политиков в том или ином варианте, создавая новую реальность у людей, которые могут отвечать за эту реальность, которые приемлют, которые с ней резонируют, у которых есть система мировоззрения на эту тему и так далее. Вот этого не произошло. Олег. И секунду. в этом проблема, потому что вызовы очевидны, 40 лет они формировались, как бы сам распад был, советская система был вызовом. Сейчас уже совершенно другая реальность, она заключается в том, что глобальный юг восстал против глобального запада, и как бы, надо, чтобы новые люди по-новому решали проблему. Старцы хотят зафиксировать статус-кво, они не хотят делать резких движений. Мир давно уже нуждается в резких движениях. Путин первый, кто сделал резкое движение. И вот они как-то все пытаются к этому присоседиться. Меня в Байдене лично напрягает вот что он говорит, я хотел бы рассмотреть Байдена и Трампа как принципы, а не как персонали. То есть, если посмотреть, какую они проводят принципалити, да, в этот мир, то что говорит Байден? Байден говорит, Российская империя отвратительна, и мы не должны дать ей победить, российский империализм. И при этом не дает достаточно вооружения и не предпринимает необходимых действий для того, чтобы их победить. То есть это что? Это декларации, идеально совпадающие в нашей политике с принципами 91 года, которые абсолютно недостижимы, зато очень хорошо смотрятся в виде декларации. Выходит Трамп, а перед дебатами был обнародован же так называемый план Трампа, где он говорит так, если Украина пойдет в сухом остатке, пойдет на переговоры, займется реалполитик, буду давать оружие. Если не будет, то я прекращу оружие, если меня выберут президентом, грубо говоря, принуждение к миру. Вот это два принципа. Обещание без необеспеченное ничем обещания или проведение реальной политики. Ровно перед этим выбором стоит Украина. Или мы кормим обещаниями ничем не обеспеченными, или мы начинаем проводить реальную политику, которую мы в состоянии обеспечить, то есть на реальные наши деньги. Ты закончил? Да. Угу. Так это получается такая тотальная деградация всего Запада без какой-либо надежды. Я же говорил еще осенью, но тогда все хихикали и рассказывали, что мы сейчас Крым возьмем контрнаступлением. Поэтому как бы... и в этом смысле тотальной деградации нету смелых людей. Нету тех, кто может что-то сделать. А с другой стороны вопрос, эти смелые люди, это только в людях дело, или это в принципе разрушение системы как таковой? Там люди не помогут. То есть это что-то... Нет, это деградация системы. Да, это что-то гнилое в самой системе. Ее личность не вытащит. Это что-то должно быть с переосмыслением. Поэтому я за Трампа, потому что Трамп способен сломать устоявшиеся тренды, которые завели в абсолютный тупик и никуда не пускают. То есть Трамп нужен как взломщик системы. Он, с моей точки зрения, он способен сломать эту застоявшуюся эти хрень, которая иным способом не сломаешь, а Байден – это фиксация тренда. И все, кто придет после Байдена, это фиксация тренда, если оно будет в логике Байдена действовать. Получается в этой логике, что если демократы не смогут выдвинуть какую-то сильную фигуру из молодых, условно 50 плюс, я не знаю, или хотя бы 60 плюс, да, если не произойдет вот это вот чудо, и этот человек не будет с какой-то более энергичной повесткой, чем Трамп. Хотя на самом деле мне кажется, что если бы такая фигура появилась у демократов, то как раз проблема победы над Трампом для них решилась бы более легко, чем в случае с фигуры нет. Байденом. Раз. А во-вторых, фигура ничего не поменяет, потому что там надо менять всю систему. И представим себе, что переизбирают Обаму. Обама наиболее харизматичный, наиболее, наверное, самый сейчас у них возможный кандидат. Он, конечно, не пойдет, но даже он бы ничего не поменял, он только усугублял бы. Проблема сформировалась 40 лет назад. Это принципы политики, неосмысленные после распада советской системы, непонимание того, что происходит.
И они просто фиксируются. Они все хотят сохранить старый добрый мир, которого уже давно нет, и неспособность это признать. Вот это и есть основная проблема перестроиться. В этом основная проблема. И персонали, как Олег сказал, не решать ничего. Тут надо Ну, то есть как бы менять решением это всю может быть логику нечто, американской политики. то, что ты сказал, нечто конгрессообразное, нечто, где люди обсуждают и придумывают что-то. Вот такое мероприятие. Ну, может надо, быть. опять же, это вопрос честности. Надо поставить перед собой вопрос реально, что происходит. У них есть школа реальной политики, это Бершармайер, она действует насильно на Трампа сейчас, там такая более реал-политик заходят, но как бы их голоса не самые слышные в этом всем мракобесии. Сейчас классические республиканцы, не трамповские, они тоже, ну, тоже застряли в ложной парадигме. Грубо говоря, демократы-глобалисты, и они не могут объяснить Америке, зачем Америке нужна внешняя политика. Это не такая простая задача, они 300 лет уже не могут объяснить, 200. А республиканцы изоляционисты, они говорят, что да нафиг вообще закрываемся, не будем больше мировым жандармом, пусть мучаются как хотят. В лучшем случае будем первым среди равных, но все должны принять реальное соотношение сил. И никто не говорит, самое главное, что мир не изменился радикально, что выросла зубастая Юго-Восточная Азия, да и, в принципе, глобальный юг, который он там кучкуется в БРИКСах, там расширяется и прочее, прочее, что они вырастили. Тут же еще один процесс, о котором вам никто не говорит, вот я впервые скажу, наверное, о нем, о конкуренции России и Китая. Что сейчас происходит по мирным планам? Путин выдвигает свой мирный план, а у Китая есть свой. Китай, и они противоречат друг другу в значительной степени. Китай интригует с Францией, с Макроном, и очень настойчиво, это знают все, кто сейчас в мировой дипломатии, очень настойчиво продвигает свой персональный план, впервые решив, выйдя на мирную арену, как арбитраж и получить влияние арбитража и престиж арбитража. Вот он задумал такую тему. Путин им мешает, Путин слишком радикальный. И получилось что? Что сейчас глобальный юг настолько уже большой и дифференцированный, что Россия и Китай начали конкурировать, в частности, по теме Украины и по теме безопасности в Европе. Они находятся в конкуренции. И далеко не все в порядке. Не без восторга китайцы воспринимают шашни Путина с КНДР. Вот эти все расчеты в юанях, блокировка в китайских банках, планы сделать юань резервной валютой для России. Там очень много нюансов. Они находятся в неявной конкуренции. То есть глобальный юг уже может выставить двух кандидатов в дуаены перед лицом глобального Запада. Россию и Китай в данном случае, еще Индия свое слово не сказала. Еще там Малайзия, еще Индонезия, бурно развивающаяся, и Африка, Южная Америка и так далее, и так далее. Вот Путин, он просто взял на себя эту роль. И на антиколониальном дискурсе и с требованием Западу подсократиться и запустить в мировую политику глобальный юг, он получил огромное количество симпатий на глобальном юге. Единственное, что от него ждали, что он будет куда более удачливый, это Киев за 3 дня. А все это ужасно затянулось, но в принципе всем нравится его длинная воля. Но пока решительно на его сторону никто не становится. Большинство ведущих фигур, например, при голосовании за антироссийские декларации там, да, или антиукраинские со стороны России, они удерживаются от голосования, наблюдают. Проломишь ворота, молодец, мы тебе спасибо скажем за то, что перестроил мир на многополярный окончательно. Не проломишь, скажем, что рядом они стояли и будем другими средствами действовать. Но глобальный юг действительно симпатизирует Путину, причем настолько, что, я же говорю, китайцы обеспокоились уже, и у них появились свои варианты. И все это Запад не желает признавать в сумме своей. Он не желает. Он по-прежнему считает, что мы всех разденем, наклоним, поставим, там, уговорим и так далее, просто еще немножко продавить. И серьезного разговора нет на эту тему нигде на Западе. Нет, она не существует, кроме вот отдельных маргиналов, типа Мершармайера, реалистической школы, но это пара профессоров и пара консервативных там клубов. Ни больше, ни меньше, они всерьез не влияют на политику. И в этом-то проблема. То есть они не могут поставить сами себе и миру верный диагноз. Все же начинается с реальной оценки положения, с диагноза и так далее. Не решаются. Потому что надо будет сказать очень много горьких признаний, сделать самим себе относительно того, как они себя вели в крайние 40 лет. И признать большинство направлений своей международной политики тупиковым. Они готовы это признать на уровне поражения в Афганистане, на уровне поражения в Ираке, но сами принципы, положенные в основу этой политики, они не готовы признавать как ложные. И в этом их трагедия. И, соответственно, нет фигуры, которая выйдет и скажет: ребята, на самом деле дела вот так, полная жопа, аудит показывает, что здесь все не так с нами, с нашими принципами, и надо большой серьезный разговор, давайте менять. Америка всегда была государством, которое было способно на такое действие. Сегодня она перестала быть таким государством, в этом трагедия. Америка не может поговорить честно сама с собой, столкнуться. И они
говорят о чем угодно, два кандидата возглавить суперсилу, причем оба были президентами. Это же не то, что и Трамп был президентом, то есть имеет полноту представлений, справок и все остальное. И Байден является действующим президентом. Два бывших президента, действующий и нынешний президент США. США, когда обсуждают ключевые проблемы США и мировой политики, не способны подняться на необходимый уровень осмысления. Он находится даже на 3 порядка выше, чем они говорят. И это трагедия дворовой команды, которая внезапно обнаружила, что она должна играть в финал чемпионата мира. Они просто не годятся для того уровня проблем, которые сейчас в мире существуют. Не годятся. Они ни по биографии, ни по принципам, вложенным в политику, ни по уровню осмысления, ни по уровню готовности с этим работать не годятся. Все. То есть, даже не так, не дворовая команда. Инженерному кружку Дворца пионеров поручили Крофизнеса Саяно-Шушенскую ГЭС построить. Или Братскую ГЭС. Или там плотину Асуанскую. И сказали, ребята, если не построите, земле конец. А они не могут, они даже осознать не могут инженерную задачу, не то чтобы социоинженерную, не то чтобы везде отвечать. В этом трагедия их, в этом трагедия всего мира. Поэтому сейчас будет очень много, многополярность будет проявляться в виде того, что очень много кандидатов на юге глобально будет предлагать свою повестку. Конкуренция начнется все убыстряющаяся, и глобальный юг еще будет глобально ссориться между собой, между прочим. Как уже сейчас наметились кризисы, но Западу не удастся на этом сыграть, потому что Запад абсолютно не в форме в этом отношении, он в обороне. И не может признать, что он в обороне. Просто я согласен, я думаю, что даже вопрос не в том, что глобального юга как субъекта там единого не существует, что там куча разных субъектов, и это такое собирательное понятие, это тоже нужно прекрасно понимать. Что и в этом плане мир скорее движется там не в какой-то двухполярной системе, там, где на смену США придет Китай, там, а Запад займет другое место, а скорее будет то, что, не знаю, там Жак Аттали писал в свое время, там и масса других авторов, что будет многополярная система, в которой будет Игра престолов, глобальная Игра престолов. Да, дома поделятся на дома, и дома будут конкурировать. Глобальная Игра престолов, конкуренция между собой, и глобальный юг и глобальный запад, это очень условный вектор, который, конечно же, существует, но, поверьте, глобальный юг будет резать друг друга ничуть не меньшим увлечением, чем, например, вредить глобальному западу. Это сложная дифференцированная история, и да, это конкуренция домов, война алые и белые розы в мировом масштабе. Мария Тановицкая пишет: элиты холодной войны и ее конца выросли на идее большой миссии остановить гонку вооружений и угрозы ядерной катастрофы. Получается, что развалом Союза исчезла и миссия для всего человечества. Конечно. Пары с системы забрали. Система осталась, а пары из нее забрали. То есть броненосец не может ехать, потому что у него котлы работают, только пары нет. Парам было противостояние двух систем. Надо было выигрывать гонку, все были сосредоточены, все шли вперед. Запад показал, что он в системной работе лучше, чем СССР. И выиграл законно эту гонку, начиная от космоса, заканчивая там на Земле и прочее. Такую культурную гонку. А когда пар пропал, они лишились смысла. У них смысла нет. Причем люди, которые способны дать новые смыслы, к ним не прислушались, они к власти не смогли прийти. И старцы, которые в середине своей жизни политической лишились смысла и 40 лет уже едут в мире, лишенном смысла, пропустили все серьезные вызовы, с которыми они столкнулись за эти 40 лет. Начиная с самого распада системы, заканчивая свежими событиями, там ковид и глобальная пандемия и война в Украине. Они не способны ни подготовиться, ни осознать, ни перспективно подумать, ни качественно решить. Сейчас многочисленные скандалы с тем, что вакцины оказались вредными. Но это же говорилось все. То есть в мире есть еще умы и экспертные группы, которые говорят. Проблема в том, что их перестали слушать давно. Они живут в таком закукленном мире, в башне из слоновой кости, знаете, как в Китае говорили, не видя, что вокруг. И это разрыв обратной связи от экспертного сообщества, от академического сообщества, от скажем так, людей, которые подают тревожные сигналы с мест, в том числе глобальные, это, пожалуй, одна из самых опасных вещей на Западе. То есть они живут, не чуя под собой мира и своей собственной страны. Эта фраза принадлежит Андропову, когда он стал генсеком. Он на политбюро, согласно легенде, сказал: ребята, я председатель КГБ, а ныне там генеральный секретарь. Даже я не могу вам сказать, чем на самом деле живет такая огромная страна, как СССР, которая под нами. Мы живем как Галич или Пастернака, кто там, не помню, процитировал. Мы живем, не чуя под собой страны. Буквально это Мандельштам. Они не чуют.
Мандельштама, да, они не чуют под собой сейчас всего мира. Разрыв обратной связи. Они могут собрать информацию, качественно обработать. А кроме того, ну я же говорю, уровень постановки вопросов, которые им нужно сделать, далеко за пределами их личной смелости лежит. И принцип, и как это, далеко за пределами поступков, на которые они, наверное, принципов, на которые они всегда опирались, далеко за пределами картины мира, и они просто не в состоянии переосмысливать. То есть есть предел компетенции, а есть предел научаемости. Они исчерпали предел компетенций, а предел научаемости оказался такой маленький, что они не могут добавить компетенции, столкнувшись с вызовами. В этом проблема. Это касается всего мира, не только Запада. Нету нигде светлых умов, которые внезапно все это осознали у власти и готовы экспериментировать. Сам факт, что Си Цзиньпинь остался на 3-й срок в Китае, который не принятый очень. В Китае там же 2 срока и все, и замена. Показывает, что у них не нашлось кандидата, который готов на себя взять новый вызов для Китая. И решили продолжить старое, а это самая худшая стратегия во времена кризиса, просто за неимением другого. Да, то есть, если быть честным, если хотя бы мы будем честными, нам нужно признать, что предстоит длительная война всех против всех. Ни на что хорошее рассчитывать нельзя. И если бы были какие-то умы нормальные в Украине, они должны были бы признать это и выстраивать стратегию государства в таком ключе. Но мы знаем, что и здесь никто ничего не решит. Нет, неправда, это мы. Мы как раз выстраиваем такую стратегию, так что я не имею в виду надо. с точки зрения власти украинской. Так власть поменяется, это вопрос времени. О, что-то в связи сейчас? Не-не-не, Леша здесь. То есть это вопрос, здесь, да, то есть это получается, нужно признать, отказаться от светлого будущего, вернее прямо сейчас, в ближайшее время, и настраиваться на времена, длительные времена войн. Ну, войн, противостояний. Ну, скажем так, соперничество. Не обязательно войн, Да, потому что войны могут заменяться соперничеством. Да, соперничество. Соответственно, если я принимаю эту ситуацию такой, то мне нужно формировать свои стратегии, зная, что будет происходить так. Ну, из этого вытекает еще одно следствие, что мир открывается для тех, кто будет способен использовать открывающиеся окно возможностей и активно действовать, активно маневрировать. И это открывает возможности в том числе даже для Украины в ее плачевном нынешнем состоянии, потому что именно плачевное состояние будет заставлять нас принимать нетривиальные шаги. Я вспомнил сейчас, пока вот Алексей рассказывал, фильм «Свой среди своих», «Чужой среди свой среди своих». Чужой среди своих. Да, там, где, если помнишь, в самом начале, в первой части фильма, там, где они, офицеры, едут в вагоне и нападают бандиты. И этот Кайдановский офицер в момент нападения, он встает, уходит, закрывается в туалете или где-то. В это время всех убивают, он выходит живой и дальше продолжает свой путь. То есть в смысле нетривиальных решений. Бойня идет. То есть и нужны люди, у которых достаточно ясный ум, смелость и какая-то способность мыслить. Мыслить причем в таких вот условиях максимального хаоса. Это значит, надо обладать какой-то огромной интуицией, чутьем и внутренним стержнем. Где эти люди? У нас во власти. У нас, Коля, господин Котлета. Не, у нас Байден как принцип существует. Ну, да. Принцип того, что у нас и есть ничем не обеспеченные яркие декларации. Российская империя, говорит он, это отвратительное чудовище, которое не должно победить. Ну, вопрос, где F-16, если это отвратительное чудовище? Харьков расстреливают каждый день? Нету ни патриотов, у вас 1100 штук на вооружении стоит. 50 закрыло бы всю Украину просто железно, никто бы не прошел. Как бы где F-16, где вообще хоть что-нибудь серьезное, что способно поразить? Где разрешение бить по дальним целям? Вся российская операция стоит на том, по Харькову и Харьковская, в том, что нам нельзя бить по аэродромам, находящимся в Курской и Белгородской области. То есть не так далеко. Атакамсы уже достают, но нам не разрешают. Это борьба со вселенским злом, с отвратительным чудовищем, которое не должно победить. То есть это ничем не обеспеченное заявление. То же самое у нас. Мы там заявляем границы 91 года, мы заявляем, что мы принимаем участие в судьбе Европы, формула мира, где глобальный саммит, то все 5-10. Если посчитать реальные деньги наши, способность нашу реальную, сколько у нас есть, чтобы мы проводили самостоятельно обеспеченную политику, то надо очень сильно поскромнеть. Но мы на что рассчитываем? Это же Трамп говорит об этом, что мы приедем в Соединенные Штаты, нам дадут очередные 60 миллиардов. А если завтра не дадут? Вот смотрите, сейчас что происходит? Зеленский второй раз говорит в Брюсселе, что мы будем мириться, слишком большие потери.
Я вот представляю, что творится в голове обывателя. Обыватель украинский, ему только что рассказывали, что мы про потери эти скажем, но они в 10 раз меньше, чем у россиян. Россиян пачками умирают, а мы там, значит, вот, как бы и так далее. Внезапно у нас выясняется, что у нас большие потери, которые нам тяжело даются, много раненых, и нам тяжело тянуть, раз. А во-вторых, 2,5 года накачивали, истерично накачивали 91 год и тотальную победу над Россией, а теперь выясняется, что мы будем мириться. Это как? Вот это вот эшелон общественного мнения разогнан, он на полных парах. 120 вагонов на скорости 120 км в час, да, его тормознуть не может никто, тормозной путь там 80 километров. И вдруг машинист говорит: ребята, подождите секунду, мы вообще сейчас едем уже совершенно в другую сторону. Пофиг на мое же решение, пофиг на решение РНБО, которое я подписал, что с Путиным нельзя вести переговоры. У нас до конца года будет мирное предложение, и, конечно, надо заканчивать войну, потому что, ну что, я посмотрел внимательно украинскую прессу, никто, кроме телеграм-каналов, это сенсация. Сенсация. Президент державы говорит верховный главнокомандующий по войне, что будем мириться с Россией. Прям какой-то Арестович, а не Зеленский. И ничего не происходит, никто не реагирует. Это означает, что у людей вот здесь 2 матраса, и они уже не слышат критические сигналы, потому что победобесие. Опрос Разумкова нам показал, что 40% центра 3 дня назад публиковали, 40% верит в тотальную победу над Россией с 91 годом и со всем остальным. Вот я их просто так деликатно спрашиваю вслух: ребята, вы когда тут пропаганду разгоняли, вы понимали, что тормозной путь будет долгим, а развернуться в обратную сторону это тоже время занимает. Нельзя так просто выпустить Кулебу, выпустить Ермака. Они сказали по фразе, что следующий саммит мира будет про мир, а потом уже выходит тяжеловес Зеленский, президент, главнокомандующий верховный, и говорит: все, миримся. Вы знаете, как это? Это все равно, что на полном скорости в машине надо врубить заднюю. Вот то, что вы сейчас делаете, коробка передач в разнос пойдет, даже мозги людей полетят в разнос. Ничтоже сумняшися, не постепенно привыкать, не выпускать сначала экспертов, не долго формировать общественное мнение, не там начинать с каких-то цифр, которые показываются, там грани аудита, что мы не совсем можем продолжать войну, что у нас не все в порядке с этим самым. Ничего, просто вот вчера еще нападали, сегодня миримся. Причем это параллельно существует. У нас повестка, вот я смотрю информационно, 4 основных этих самых. Первое. Значит, мы бьемся на фронте, россияне гибнут пачками. Второе, мы еще можем победить, если Запад правильно поможет. Третье, клеймим предателей, негодяев и сволочей. И четвертое, светская хроника: кошка родила 2 котят, ребенок упал под метро в Киеве и так далее, и так далее. Зеленский говорит: ребята, мир. А СМИ не могут отреагировать, и телеграм-каналы. Они как ехали, так и едут. Вот это ровно то же самое, что произошло с Байденом. Повестка уже совершенно другая. Они уже даже, они разогнали так Штаты, что если бы они сейчас начали говорить о реальных проблемах, их бы не услышали. Реально просто бы не поняли, что они говорят. Смотри, то есть ты говоришь о том, что из заявления Зеленского его не обсуждают. Ну, это вот состояние общества, да? Ты говоришь, заявление Зеленского его не обсуждают. А что массово и интенсивно обсуждают в этот период? Массово и интенсивно. Я не знаю, вам там виднее. Обсуждают твои разговоры с Собчак. Вот это смешно. Ну вот, формирует повестку? Это же сумасшествие получается. Ну, то есть обсуждается там массово, что Арестович сказал Собчак. В то же время есть официальные какие-то заявления лидера, которые, с которыми возникает вопрос. Это не обсуждается. То есть это же жизнь в шоу, как бы не в реальном. Сказал мой приятель, тут один зарубежный, который специализируется по Украине, он сказал следующее. Очень интересно. Зеленский снимал «Слугу народа» и писал, на него работала огромная команда сценаристов, там, начиная от операторов, гримеров и так далее. Арестович в одиночку рисует сериал, который все обсуждают. Ну да. Причем все свои общества. Никто не может остаться равнодушным. Причем самое смешное... От детского сада до интеллигенции. Да. Самое смешное, что приходят в комментарии люди, это вот как из фильма «Обыкновенное чудо», там где-то принцесса за медведем гналась, догнала и говорит: я много дней за вами скакала, чтобы сказать, что вы мне глубоко не интересны. И люди пишут в комментариях: там же ничего ценного нет, кто его смотрит? И все стороны обсуждают. Смотрите, это же сенсация. То есть лидер заявляет верховный, что 2,5 года, война, граница 91 года, мы разгромим врага и так далее. И вдруг он говорит: все, ребята, мир, до конца года мирный план, и мы будем, слишком много гибнет людей. По идее, общество должно взорваться просто. Ну да. Взорваться, потому что это полный поворот курса на 180 градусов вообще. От вчера. От состояния вчера. Ничего, все пропустили мимо ушей. Ничего не происходит. Кошечка родила 3 котят, кто-то попал под метро, значит, FPV-дрон, подавить всякий FPV-дрон, вражая российский танк, и там нам скоро дадут 8 патриотов в Израиль. Сейчас он даст, у него война с Хезболлой начинается, а сейчас он будет раздавать патриоты. Зеленский уже 2-й раз заявляет: ребята, будем мириться. Ноль внимания, никто ничего не замечает. Вот это и есть разрыв обратной связи.
То есть общество настолько загипнотизировано пропагандой, что оно просто не воспринимает уже самые сильные сигналы. Вам верховный главнокомандующий говорит. Рейтинг доверия у него крайне высокий, как нам рисует Центр Разумкова. Но если он такой высокий, то к его словам должны прислушиваться как к этому самому. Ничего не происходит. Вот смотрите, это же чистый абсурд. Я не знаю, видно вам изнутри. Снаружи это очень хорошо видно. Но вот смотрите, это все равно, что Брежнев говорит, мы строим коммунизм, а через 2 дня выходит, вы знаете, капитализм. Я тут подумал, страна как жила, так и живет. Первомайские демонстрации, ну что ж он сказал, что капитализм строим, пофиг. Как бы, да. Это вот то же самое в Америке. Это вообще во всем мире сейчас происходит. Я знаешь, как бы на это отреагировал, ну, вот на то, что ты сказал по поводу реакции. Ну, реально многие говорят об этом, и они ждут этого. Вот. Но я думаю, что, ну, во-первых, еще не прошел сигнал, многие не заметили. Во-вторых, В многие... этом-то и проблема, что он не проходит. Ты же понимаешь, он дважды уже сказал. Дважды не проходит. Вот, во-вторых, многие не верят в счастье, что это начнется, как бы там, да, и поэтому боятся спугнуть. Вот и все. И поэтому общество просто ждет, как будет развиваться, ну, насколько эта риторика реальная и насколько за ней будут идти какие-то конкретные шаги. Вот я думаю, сейчас такая ситуация. Так это что же шизофрения? Смотри, значит, если мы миримся, то это означает фундаментальные повороты во всех сферах общественной жизни, радикально. Фундаментально. Поэтому как бы все сферы должны реагировать. Во всех сферах ничего не меняется. Военкоматы по-прежнему гребут людей. Как бы, да, на фронте победа, по поводу фронта победобесие, вот сегодня, завтра погоним, россияне гнутся, что там еще, я же говорю, там, ну, вот в экономике, там, энергетике у нас тяжелая зима, ла-ла-ла, и 5-10. Надо же во всех сферах менять тогда политику, чтобы сигнал лидера есть, потом спикеры второго порядка, потом третьего, потом вообще усиливается лавинообразно. Они потеряли способность даже коммуницировать с обществом, которое пропагандировано до такой степени, что оно уже не в адеквате. Вот, повторюсь, эта проблема в принципе такая же. Тут я же говорю, Байден и Трамп как принцип. Это байденовская политика. Очень яркие декларации, цифровые демократии против империи зла в марте 2021 года. Мы с вами это обсуждали и так далее. Мы боремся против отвратительных в своих проявлений. Что ж отвратительно? Вот очередная бомба попала в Харьков. Они говорят, Байден, какой ужас, дети гибнут. Хорошо, внимание, а где ракеты? Где F-16? Где хоть что-нибудь, чтобы бомбы не попадали в Харьков. Уже пустые декларации, не подвержены реальной политике. Этот байденовский принцип у нас все 33 года соблюдается. Мы проводим декларативную политику, ничем не поддержанную, а когда она приезжает к нам российским танком во двор или ракетой в дом, мы говорим, ну, проклятая империя, конечно, как же мы хотели, ну что же делать, если она вот такая, вот как бы она всегда была такая, всегда на нас нападает, мы обречены. Поэтому мы имеем свободу говорить, что хочешь, вести какую хочешь политику, она все равно нападет. Это же абсолютно детский безответственный принцип. Алексей, ты знаешь, что... Трамп это другой принцип. С Трампом работают, и Трамп более-менее это реал-политик. То есть давайте жить по средствам, грубо говоря. По средствам, на реальные деньги. Я так понимаю, что ты можешь совершить страшный удар по общественному мнению Украины. Если ты исчезаешь полностью из эфира, я предполагаю, должна начаться какая-то буча. Куда энергии деваться этой? Она же куда-то должна будет двигаться. Это же кого-то надо будет обсуждать, на кого-то же надо это сбросить будет все. Потому что, ну, вот ты сказал там о словах нашего президента. Буквально на днях там, значит, представитель офиса президента, советник офиса президента, публичное лицо, заявил следующее на заявление о том, что ТЦК свирепствует, как бы, да, вместо того, чтобы сказать, ну, это небольшое количество случаев, он просто сказал следующее: ну, демократии идеальными не бывают, а мир несовершенен. Что поделать? Это власть, да, это человеческий фактор, и они применяют те средства, которые считают адекватными. Ну, то есть под это можно подставить, смотрите, под ТЦК любое слово подставляется, например, коррупция. Можно повторять эту же фразу. Мир несовершенен. Да. Это людской фактор, и люди применяют те средства, когда занимаются коррупцией, которые они считают адекватными. Да. Ну, если бы я к Мише не сохранял остатки сантиментов, я мог бы еще один вариант предложить. Но ладно, уже не буду, потому что это некорректно, да. Но в принципе, давайте возьмем господина Н, и можно сказать, что... Или господина З. Сказать, что господин З пидорас патентованный. Это просто людской фактор.
Он поступает так, потому что ему ну, так вот удобно в этой конкретной ситуации. Понимаете, да? Или там, например, геноцид в Буче, скажут россияне завтра. Но это людской фактор. Ну, что вы хотели? Ну, военные ошалелые, по ним стреляют. Тут, возможно, есть наводчики, конечно. Можно оправдать вообще все, что угодно. Они не понимают, что они несут уже. Ну да, это же разрушение вообще смысла наличия власти какой-либо. Это разрушение любого дискурса и разрушение дискурса власти как такового. Да. У тебя творится правовой беспредел, нарушение Конституции, нарушение прав человека. Ты неэффективно мобилизируешься в борьбе с одвичным ворогом. Параллельно ты миришься с одвичным ворогом и говоришь, пацаны, ну так бывает, это же несовершенство людского аппарата. Да, завтра мент пристрелит ребенка, ну так бывает. Пьяные милиционеры иногда стреляют, это же несовершенство. Просто что вы всерьез хотите? Что они просто исходили по месту из того, что у них, из того, что, ну вот как они понимали, оценивали ситуацию, там, да, и так далее, и так далее. Вот у нас крадут 3,5 миллиарда на ненужных реакторах, которые поставят нас в зависимость от России еще больше. Это просто людской фактор. Они так оценивают ситуацию, понимаете? Ну, так исходят из того, что есть. Мир не идеален. Универсальная отговорка. Мир не идеален, а что вы хотели? Чтобы кому французский сейчас заказ легко? были? А Или кому американский? сейчас легко? Да, да, да. Кстати, пользуясь случаем, как говорится, я всем советую посмотреть эфир с Юрием Сапожниковым. Это глава Напсовета энергопроекта, институт, который как раз проектирует электростанции, в том числе и атомные. И самое главное, в том числе Хмельницкую, которую они проектировали, строили. Ну, короче говоря, прекрасно разбирается во всех этих нюансах. Вот он как раз у меня вчера с чувством, с толкой, с расстановкой объяснил, почему будут строить минимум там 5-6 лет первый реактор, а потом еще 4 года следующий. Поэтому это действительно фуфло, которое продается. Но заметьте, как отреагировала Минэнерго на то, что они отказались передавать все проекты с 1945 года, которые лежат в этом институте, которые нужны для того, чтобы при реконструкции, которая будет большим, мы все понимаем, крадівництвом, можно было их своим подрядчикам дать и, соответственно, данные использовать. Так вот, в институт, который является, возможно, там последним оплотом наличия инженеров, которые могут проектировать сложные такие вещи, как атомные электростанции, прислали 52 повестки, включая руководство, ну, для того, чтобы сняли бронь сначала, а потом прислали повестки. Вот. А Ну, потом, давайте шире вопрос когда поставим. будет энергетическая жопа, будут говорить, а где же специалисты, которые могут сложить этот реактор? Ну, это просто пиздец какой-то. Ну, давайте шире поставим вопрос. А как называются люди, которые прикреплены к земле по праву рождения и на ней и не могут выехать? Какое слово к ним применяется? Крепостные. Крепостные. Кем являются граждане Украины мужского пола сегодня? Теми самыми. Крепостными. 21 век. Ты взрослый, состоявшийся человек, у тебя какие-то планы в жизни, там еще что-то и так далее, и тебе говорят, нет, по факту рождения здесь, просто по факту. Ты не можешь что, никуда ехать. А второе, мы можем тебя призвать и произвольно заставить тебя убивать людей, либо умирать, вне зависимости от твоих убеждений и всего остального. Но это падение на уровень ниже 1861 года, освобождение крестьянства. Вот это серьезные вопросы, которые никто не дискутирует. Может ли государство расправляться над инженерной школой, прислав 52 повестки, или это полный тотальный беспредел? Публика уже на это не реагирует. Народ замордован до такого, что самые яркие эпитеты: вы крепостные, творится правовой беспредел. Никто уже не реагирует. Либо боятся, либо замордованы, либо загипнотизированы. Но вот это реализация байденовского принципа в политике. Единственное, что нас спасет, это переход на реал-политик. Аудит государства, вот что мы реально можем, вот что мы реально не можем, давайте проводить обеспеченную политику. С четким планированием будущего, что мы сможем в будущем, и что нам нужно сделать, чтобы у нас появились реальные деньги на проведение той политики, которую мы хотим, или хотя бы 50% от нее. Реализация вот этого принципа, 33 года, она нас привела в эту яму. В яму, когда уже потеряна чувствительность. Вот что же, клиент сидит перед тобой на кресле, ты ему говоришь, ну вот у вас температура, не реагирует. Вам надо принять лекарство, не реагирует. Как это называется, Олег? Кататония, правильно? Ну да. Так оно так и Это выглядит. значит, Ведь такие заявления представителей власти, они же приводят к чему? То есть каждый раз одно и то же плюс-минус заявляется, и массы, уже масса, не граждане, а массы, входят в состояние дезориентации, они уже не реагируют. И когда будет даже вдруг объявлено о переговорах, я как-то даже подозреваю, что тоже никакой реакции не будет. да, смотрите, это уже абсолют. Вот уже произошел абсолют.
Человек, который, по команде которого общество вогнано в такое состояние, делает фундаментальное заявление по развороту украинского корабля на 180 градусов. Причем по ключевому вопросу, вопрос войны. Потому что нормальное общество задало бы в нормальном состоянии задало вопросы. Подождите, если мир, зачем мобилизация? Объясните. Это не значит, что ее не надо проводить, но до каких пор, когда и так далее. Если там и так далее и прочее, прочее. Куда мы едем, как миримся и прочее. Никто уже не реагирует на его. То есть они достигли вот кульминации. Они заявили о тотальном развороте политики, и их не услышат. Смотри, Как Леш, руководить обществом, которое не реагирует, скажите? Леш, смотри, вот в связи с этим интересный момент. То есть, если Зеленский это сказал, Ермак это об этом раньше, по-моему, сказал. Вот, то есть, Ермак и Кулеба. Сначала выпустили спикера второго уровня померить сигнал. Их никто не заметил. Теперь сказал сам Зеленский дважды, его тоже уже никто не замечает. Его нет на новостных сайтах основных. Медиа молчат на эту тему. Только телеграм-каналы придворные. Короткое сообщение без комментариев. Да? Смотри, я просто хочу развить логику. То есть, если они это уже начали говорить, они начали это говорить в контексте итогов первого саммита мира, и тут же начали говорить о втором саммите, который пройдет там либо в Саудовской Аравии, ну вот, скорее всего, где-то там, да, вот, то это означает что? Что трек по перемирию, он активно прорабатывается, и, соответственно, вот на фоне вот этого трэша, которого мы сегодня увидели с дебатами в Штатах, да, то, ну, какой может быть этот трек перемирия? Летом? Этим летом, осенью, когда? Ну, я думаю, будут мириться если мы переходим на тему мирного там, плана и саммита, то мириться, по идее, должны к выборам США, потому что любому кандидату придется что-то предъявить. Смотрите, что говорит Трамп. Это четкий сигнал. Он говорит во время дебатов, если бы я был президентом, вернее, я прекращу эту войну еще до того, как стану президентом. Что он имеет в виду? Что в период с 4 ноября, когда выборы, до инаугурации в январе, он вот это имеет в виду. Я еще не буду инаугурированным президентом, но я уже закончу эту войну, я знаю, что делать. Вот это его заявление. То есть она должна прекратиться, по его мнению, ноябрь-декабрь, первая половина января, где-то в это время. Ну, логика понятна, мы не зайдем в зимний период. Вернее, не пройдем зимний период, потому что с таким состоянием энергетики, если ее немножко еще добить, то это конец всему. Как бы это замерзшая страна и одичалые, которые бродят за стеной. Вот. Если бы парни из офиса президента немного хорошо считали, то я бы на их месте сделал так. Я бы еще остановил войну сейчас летом, потом объявил бы выборы и ушел бы, оставив зиму новому правительству. Потому что сказать, смотрите, я начал войну как герой, не сбежал, я закончил войну, я принес вам мир, у нас же большие потери, вы не знали, но вот они большие, да. И он дважды повторил этот аргумент. Ну, теперь как бы я сделал все, что мог, пожалуйста, напишите про меня книжку, как про Черчилля, а с зимой, там, отключением света и всем остальным, с новой экономикой, пусть разбирается уже новое правительство, это технократы, мне уже это не интересно, я исторический деятель, это был бы логический ход на их месте. Будут ли они цепляться за власть, не знаю. Все на Западе, без исключения с кем я беседую, что Зеленский уйдет в течение ближайших полугода. 100% уходит. И разные оптимисты. Одни говорят, там, в ближайшее время, до конца лета. Другие говорят, после мирного саммита. Третьи говорят, он еще попытается потянуть. Но логика же была их какая? Они хотели собрать деньги на новое контрнаступление и оружие, и мобилизовать людей. И победить где-то там Путина на каком-то участке, и потом войти в переговоры переговоры неизбежны, войти с позиции силы. А денег Запад не дает. Точнее, денег Запад дает очень дозированно, дает дальнобойное вооружение и практически не дает вооружения на вооружение новых бригад, которые клепает командование сухопутных войск и сырские просто немеренными этими самыми. Марьяна сегодня отличный пост на эту тему написал. Без угла. Так вот, не получается с контрнаступлением. Заговорили про мир. Основная новость, которую обсуждала на саммите, я же говорю, я разговаривал с несколькими людьми, которые там были, это план Путина, насколько он реалистичен. Сейчас появилась новость, что Путин новый план выкатил. Вот, и этот план тоже стоит отдельной передачи, чтобы его обсудить, потому что он очень интересный. Там Россия говорит, не просто выдвигает очень мягкие условия, мягче, чем Стамбул. Она еще предлагает, его сейчас сбросили в сеть, я вот сейчас его проверю через свои источники, насколько он реален. Но даже как вброс он интересует. Она еще предлагает уйти из Херсонской и изначально из Херсонской и Запорожской областей и еще дальше торговаться. И даже численность армии 350 тысяч. В Стамбуле было 150, напоминаю, их требования. Поэтому обе стороны сходятся в вальсе. Наконец-то об этом заговорила Украина. То, что ее президента не слышат,
Это вот финальный приговор Украинской Республики. Если когда-нибудь пройдет время, мы через год будем обсуждать, как она закончилась, и через 10 лет мы будем 20 писать мемуары, снимать фильмы документальные, художественные про нас, то я режиссеру буду настойчиво подсказывать, что вот он был поворотный момент, когда дважды объявил о мире и его не услышал. Потому что все, это вот полный разрыв обратной связи с реальностью и с обществом. Она, считайте, закончилась в этот момент, когда его не услышали. Теперь она по инерции куда-то там доедет. Дай бог им хватит остатков управленческих механизмов для того, чтобы правильно мирным регулированием заняться. Но им подскажут. А дальше вопрос, что делать со всеми этими сладкими остатками от Украины. С отсутствием бюджета, с заминированной местностью, с кучей радикалов, которые не простят этот мир в любом варианте и будут с оружием ходить и доказывать власти, что они предатели. И это же целый трек, с которым надо будет что-то сделать, радикально несогласные. Теперь вопрос, откуда взялись радикально согласные и получили такой огромный кусок общественного пирога? Мнение. Да потому что вы 2,5 года их накачивали истерией своей 91 года. И они сейчас столкнутся с обратной волной, вот ровно Украину начнут разносить как коробку передач, которую на полной скорости переключили назад. Добавьте отсутствие энергетики, добавьте там минимум помощи. Поэтому, мы ровно в ситуации, за что боролись и напоролись. И это, я же говорю, это реализация принципов политики. Завышенные ожидания, декларативные, которые очень нравятся публике, популистские заигрывания. Вот мы победим, отвечный ворог, сволочи, затопчем. Потом бац, внезапно, ребята, а у нас нечем воевать. А у нас нет денег, а у нас крупные потери, а энергетика разрушена, а зиму не пройдем. Давайте-ка возвращаться назад. Если бы они были умные люди, они бы сейчас обвинили меня во всех бедах. Они бы сказали, Арестович убаюкал общество. Это вся вина на Арестовиче. Он создавал искусственные завышенные ожидания. А на самом деле, с самого начала, он породил этот тренд, а на самом деле мы всегда были готовы к нелегким компромиссам. Это был элемент политической игры и торговли. Вот смотрите, какие у нас потери, вот смотрите, как у нас не получается. Сейчас от нас нужно серьезное решение. И все подлецы, которые говорят про победу, вот они негодяи, которые работают на Путина, потому что они хотят убить как можно больше украинцев, загнать их в парагвайский вариант. А на самом деле вот мы там вот нашли в себе силы осознать реальность. Мы герои, которые смогли посмотреть в глаза фактам. Мы, значит, Вот такая тональность будет, я предсказываю, будет в самое ближайшее время. Причем без всякой раскачки, без всякого перехода. Сейчас все, кто говорит про 91-й, станут негодяями, все, кто за суровый компромисс, все станут молодцами. А мы с вами так и будем виноватыми. Весь пул Порошенко все равно останется виноватым, все равно российскими шпионами и так далее. И украинцы должны осознать очень простую вещь, что этот принцип должен навсегда уйти из украинской политики. Декларации без возможности обеспечить хотя бы половину этих декларативных требований, замахов и так далее. Типа вступление в НАТО, вступление в ЕС, там что там еще записано в Конституции, разгром России, границы 91 года и так далее, и так далее. Пора уже не в кредит жить, а реально сесть с семьей, посчитать деньги, спросить себя, как мы дошли до жизни такой, и попытаться как-то на эти деньги выжить реально. Ну, еще где-то их заработать. Вот этот принцип нас спасет. Назовите его трамповским принципом политики, назовите его реал-политик, как хотите. Но вот в этой игре престолов, которая будет в ближайшие 10-15 лет, спасет только реальная политика. Принцип последовательного проведения и принцип реальной политики. Когда это осознал Франко после победы в войне в Испании 36-39, он сумел, хотя его Гитлер очень сильно, и Муссолини над ним работали, чтобы Испания вступила в мировую войну, он сумел удержаться. Продержал Испанию до 1975 года, вернул короля, честно сдал пост и сказал, пожалуйста, Испания сегодня член НАТО, Испания член ЕС, неплохо развивающаяся страна, которую очень многие предпочитают и так далее, и так далее. Вот ему хватило мужества осознать, что Испании после 3-летней гражданской войны не нужно еще лезть в мировую. А если бы были наши, такие как мы у власти, проводящие, или такие как Байден, они бы вот очень много рассказали нам про то, что зло должно быть покарано, и от Испании сейчас бы осталось мокрое место, и совершенно неизвестно, что бы мы сейчас говорили про Испанию, где бы была Испания, и была бы она в том виде, в котором она есть. Поэтому Украина имеет все шансы в грядущих столкновениях не допустить больше горячей войны на своей территории, если будет проводить разумную политику. Но для этого нужно полностью отказаться от принципов старой политики, переформировать элиты, и перейти к принципам реал-политик. Самое главное и слабое место реал-политик – это замена узкого проекта националистического на широкий полифонический или симфонический. Если мы этого не сделаем, нам конец.
Нам конец. Украина никогда от Киевской Руси через Речь Посполитую до Российской империи, Советским Союзом, даже в Австро-Венгерской империи никогда не была узким проектом. Дважды она попыталась быть узким проектом: 17-20 катастрофа и 14-24 катастрофа. Неужели непонятно? Вот, и опять же, это люди, которые утверждают свои принципы абсолютно демагогические, абсолютно высосанные из пальца, не имеющие никакого отношения, инфантильные, ценой гибели Украины. Все эти Ветровичи, весь этот Институт национальной памяти, все эти Портниковы, Порошенко и так далее самовиром готовы уничтожить Украину, но только для того, чтобы результатом их действий будет уничтожение Украины в том виде, в котором она существует. Уже не будет никогда Украины в границах 91 года. Они уже сократили ее территорию, будут еще сокращаться. Они готовы ее уничтожить, как полифоническую, симфоническую культуру, которая она всегда была, как реальные границы 91 года, потому что в границы 91 года достались к полифонической республике, поликультурной, полинациональной, к широкому проекту, ради того, чтобы сконцентрировать узкие электоральные интересы, да, и добиться преемственного получения власти, удержания власти, преемственности власти. Все. И играют с обществом на травме войны и на травме неудач. Вот один умный человек посчитал, Богдан Гребенюк, посчитал недавно в календаре, что у нас 10 или даже больше траурных дней. День скорботы по крымско-татарскому народу, день скорботы по Голодомору, день скорботы по этому самому, и ни одного дня победы. Теперь у нас нет даже проспекта Победы. У нас в пуле государственных праздников 10 дней скорботы и нет ни одной победы. Вот это вот кульминация узкого проекта, узкого понимания истории, узкого понимания Украины, узкого понимания этого самого. И Вторая Республика, ее программное обеспечение целиком сформировано на советской отрыжке, в худших ее проявлениях, не в лучших, вот в худших вариантах совка, подавление инакомыслия, проведение беспардонно одного и того же тренда, подавление реальной общественной дискуссии, когда люди сами могут, коррупция идеологии через государство, коррупция государства через идеологию, все самое худшее было, а реальной конкуренции проектов нет. Олег недавно опубликовал пост: назовите мне хоть один проект, который вообще есть по отношению к Украине. Ну, он там мой вспомнил, за что я ему очень благодарен, на 5-й. Но реально назовите еще, кроме 5-го, хоть один. Да, Называйте его нет фантастическим. такого, чтобы что-то обсуждалось даже. Вот Да, назовите его каким угодно, но нет уж проекта, да. Просто нету проекта и будущего. На что рассчитывает страна? Вот смотрите, это вот за этим валом пропаганды, в котором мы вязнем, за валом этих сообщений про подбитый танк, про отрезанные ножки в метро и так далее, мы же что? Мы не видим, при всем сочувствии человеку, который пострадал, и при всем героизме тех, кто поразил танк. Надо говориться, это правда. Здесь не хочется быть циничным. Но здесь надо понять, что мы потеряли способность ставить перед собой серьезные вопросы, как общество в целом. Мы здесь ставим. Пул Романенко это делает. Это все, кстати, отмечают из-за границы. Всегда идет оговорка такая: у вас там вообще никто ничего не умеет, все идиоты, кроме Пула Романенко. Мы, между прочим, аналитически, чтобы вы понимали, в аналитических поисковых системах, которые выдержки, то все и обсуждаются на достаточно серьезном уровне. Так вот, и вообще на серьезном уровне. Так вот, что я хотел сказать, что они говорят, что, и мы не потеряли способность серьезно ставить вопросы, серьезно на них отвечать. Это вот байденовский принцип политики. Красивые лозунги ничем не обеспечены. И причем с заведомым пониманием, что никто не собирался ничего обеспечивать. Как у Каневского, помните? Конечно, никто не собирался ничего делать. Вот в этих мемах, которые ходят. Мы все надекларировали, но никогда не хотели этого в реальности достигать. И все это знают, кроме нашего дурманенного народа несчастного. Поэтому переход от узкого проекта задачи, у нас 3 задачи. Первая. В десятилетий войн сделать так, чтобы Украина больше не участвовала в горячей войне. Или участвовала на максимально благоприятных условиях. Это колоссальная задача, которую надо решать. В идеале, конечно, создать систему коллективной безопасности, но я боюсь, что постоянно не получится, будет временно до следующего раунда войны, но хотя бы в этот период подготовиться к войне. Или сделать так, чтобы в нее не вступить. Испания нам показывает, что можно даже в центре конфликта оставаться нейтральным. История Испании во Второй мировой. Вторая задача. Нам нужно сменить узкий проект на широкий, потому что это главная задача, иначе нас ждет катастрофа, и Украина сократится до 9 западных областей, а может быть до 5, а может быть и до 3. И третье. Нам нужно развернуть государство лицом к людям. И эти все задачи взаимообусловлены. Я сегодня пост про это написал. Потому что отчуждение украинского государства от народа, расправы повестками с ведущим институтом, который отвечает за атомную безопасность государства, это кульминация отчуждения государства от народа. Государство украинское является врагом украинского народа.
очевидно. Оно его эксплуатирует, оно держит его в крепостных, оно его убивает, оно относится к нему как к навозу, оно его экономически доит, оно отказывает ему в базовых правах по данных Украинской Конституции, День Конституции сегодня, на секундочку, и так далее, и так далее. Поэтому оно должно быть заменено. Второе, не вообще украинское государство, а в форме второй Украинской Республики. Оно должно быть развернуто к людям. Надо сделать ставку на креативные силы народа и дать возможность развиваться. И все эти принципы находятся в зависимости. Развернем государство к людям, успеем подготовиться к войне. Вернее, невольно перейдем к широкому проекту. Перейдем к широкому проекту и дадим возможности людям, будем хорошо подготовлены к войне, либо сумеем ее избежать. Поэтому начинать нужно в обратном порядке. Хотя, конечно, все треки надо делать 3 вместе, но сначала государство к людям, то есть нам нужно другое взаимоотношение государства с людьми, чтобы они слышали друг друга, чтобы вопросы ставились и обсуждались, чтобы была реальная конкуренция идей, проектов и так далее, а не коррупционное обеспечение тех проектов и поддержка, которые показались государству электорально привлекательными в этот конкретный период. Второе – это замена узкого проекта на широкий. Украина как полифония, как симфония. И третье, что новая Украина, которая говорит о системе коллективной безопасности, предотвращение войны в Европе крупной второго раунда, решение соперничества сколько угодно, но без горячих боевых действий, либо в эту новую войну вошла подготовленной с ВПК, с собственным вооружением и что? С международным военным сотрудничеством и союзными договорами, и самое главное, мотивированным населением. Потому что у нас население мотивацию теряет. Ровно ситуация круто повторяется. Когда было 1,5 миллиона в Украине тогда, когда 5000 большевиков шло на Киев, было 1,5 миллиона людей с боевым опытом Первой мировой войны, которые могли их раздавить, и несколько десятков тысяч офицеров в Киеве, которые от них, не оставили бы рожки на ножки, если бы от этих большевиков, если бы всех там и похоронили под крутами, если бы они были мотивированы, но они настолько не верили уже своему государству, тогдашней политической силе, что просто не вышли защищать. Потом были расстреляны в подвалах, правда, но тем не менее. Они раздавили бы большевиков, не заметили. Вместо этого пошло 300 наивных студентов. Вот это крутые кульминации этой политики. И сейчас у нас глобальные крутые 21 века, когда население стремительно, народ теряет мотивацию защищать это государство, ценность социосистемы Украины падает стремительно, девальвируется вообще. Никто не понимает, зачем и почему она нужна, зачем в нее вкладывать и зачем за нее воевать, самое главное. Массы уже не понимают. Конечно, есть отдельные подразделения, люди и так далее. И в результате мы подходим к варианту, когда может быть и помощь, может быть и вооружение, но не будет мотивации всерьез стараться. Я вот рассказывал в эфире военного дневника, что сейчас на одном из участков 6 батальонов в отказе и только 1 воюет. Причем воюют, потому что 6 в отказе воюют по принципу утилизации. 50 человек пришло, на следующий день 25 убиты или ранены, или пропали без вести. Молотилка. Молотилка украинцев. И это, в принципе, так на очень многих участках фронта. Народ говорит, просто не буду воевать. Ладно, солдаты отказываются люди уровня замкомбата, офицеры. И поэтому мы без реальной постановки вопросов мы ставим, без реальных замены того, что происходит, вот выполнение этих 3 задач, государство лицом к людям, узкий проект на широкий и выход на серьезный разговор в мире о коллективной системе безопасности, предотвращение решения межгосударственных споров вооруженными конфликтами или хотя бы в Восточной Европе. И параллельно качественная подготовка ко 2-му раунду войны или большому раунду войны, 3-му, 4-му и так далее. Ничего не будет, но Украина сгинет как таковая, она просто не устоит. И все. И давайте же чтобы байденовский принцип нас не похоронил. Он же принцип Крут, он же принцип УНР, он же принцип Петлюры, он же принцип Винниченко, он же принцип Директории, он же принцип Грушевского. Что давайте-ка мы займемся реалполитик. Вот что реально есть. Напоминаю, помните, Чедалума рассказывал, я всех адресую к этому блестящему эфиру, он рассказывал, как рухнул проект Скоропадского. И до сих пор эта мифология существует. Вот это буквальная калька с того, что происходит сегодня в Украине. И происходит в США, кстати, тоже. Скоропадский принимает решение, что надо объединиться с казачьими формированиями, которые воюют одновременно с Деникиным, с его проектом Великой России, и с большевиками. Единый антибольшевистский фронт публикует свое заявление, что мы будем строить федеративное государство с казачьими республиками. И его обвиняет, ошалевшее украинское общество, обвиняет в том, что он хочет снова строить Великую Россию с беляками. Вот смотрите, на 180 противоположная трансляция. На 180. Он говорит, мы против белых и против большевиков формируем единый фронт, потому что и те не хотят независимой Украины, а хотят Великой России, или большевистской, или белой. Поэтому мы с казаками, которые нам близки по духу, которые этнические украинцы, объединяемся. Там было 2 казачьих войска, даже на самом деле больше, но основные были
Там этнические украинцы были в основной массе. Было огромное количество интеллигенции, люди с высшим образованием. Это же не были чуваки с нагайками, там, на шашках. Он помогал им оружием, они интенсивно взаимодействовали, договорились о федерализации. Он предлагает идеальный проект присоединения Юго-России, все, просто который мог радикально изменить историю Европы и мира. Его, вот эти Винниченко и Петлюра, обвиняют на 180 градусов от того, что он предлагает, что он вместе с беляками задумал возродить Великую Россию. Конечно, он же белый генерал, предатель и так далее, сам по себе. И он слетает. А кто отвечал за информационную политику у него, я не знаю, знаете вы или нет? Юра, наверное, знает, потому что он вел эфир Щедолума. Я не знаю, Олег, видел ты или нет, и наши зрители. Отвечал некий Донцов Дмитрий. Он государственным украинским телеграфным агентством руководил в это время при Скоропадском и занимался чем угодно, кроме информирования населения, обеспечения качественной связи между правительством, стратегической коммуникации по-современному, то есть обеспечение качественной связи от правительства к народу и разъяснением, что происходит и почему такая политика. Он строил проекты демаркации границ, он интриговал, он писал красивые, интересные книжки, он собирал сторонников, но не выполнял свои непосредственные обязанности. Как вы, уважаемые слушатели, узнаете типичную украинскую модель поведения и типичную стратегию внутри государства? Вот ровно это происходит сегодня. Даже власть, когда она иногда делает отдельные позитивные вещи, она их разъяснить не может внятно. Общество ее не понимает, чурается, боится, зажимается, не реагирует на самые сильные сигналы, например, разворот к миру. Доклад закончен. Она недееспособна, ее надо менять. Все, тут всю систему надо менять, ничего не будет. Вторая Украинская республика кончилась. Я это очень ясно осознал, поэтому я декларировал, что я больше не лоялен. И я больше не собираюсь брать на себя долю ответственности даже в информационном отношении никакую за нее. За третью, да, а за вторую нет. До свидания. Это, кстати, вот тот самый уход, который, Олег, ты сказал, что уйди на месяц, да, посмотрим посмотрим, что произойдет. Ну, это частичный уход. То есть, ребята, вы там дальше сами со второй. Я вернусь к этой теме только если будет третья. Или серьезный поворот к третьей, или хотя бы серьезная дискуссия, разворот к третьей. Я думаю, что, кстати, вот эти трещины, которые начнут пойти по фасаду здания Второй Республики в связи с резким поворотом к миру, а здание пойдет в разнос. Вот это то, что добьет Вторую Республику. Резкий поворот к миру, без подготовки. Оно уже породит определенные интересные явления. Могу вам даже два признака назвать. Один признак назвать. Ну, два. К Баумейстеру под один из эфиров явился один из его злейших хулителей в комментарии. И сказал замечательная лекция о Хайдегере, он тоже философ, специалист по Хайдегеру, и говорит, что мы там раньше между нами были обиды, но сейчас я вот глубоко одобряю вообще замечательный материал. То есть такое косвенное извинение, он долго преследовал его. А есть такой философ Алексей Паныч, старый друг Баумейстера, который был, чтобы вы понимали, он написал, украинский переводчик, он написал свою работу дипломную по Пушкину. Всю жизнь цитировал Галича, играл Галича на гитаре, барда и так далее. Он стал одним из той части украинской интеллигенции, у которых дрогнули коленочки, и они побежали обслуживать идеологический тренд. Он был главным антибулгаковедом. И вдруг он публикует пост позавчера про то, что Булгаков, на самом деле, «Мастер и Маргарита» — это антиимперский роман, и я не собираюсь отдавать... Да ты что, серьезно? Да, посмотри, не собираюсь отдавать, значит, его России. На него тут же наезжает огромное количество бывших его друзей по идеологическому лагерю, и у них там начинается маленькая гражданская война. Вот они уже начинают жрать друг друга, и с частью из них начинают происходить какие-то озарения такие внезапные. Вдруг раз, они только что обсуждали Баумейстера философской жизни, этой всей и так далее. Вдруг появляется, нет, знаете, Булгакова мы не будем отдавать России. Надо все присваивать. Есть такой пост. Да, вдруг извинения и так далее, и так далее. Вот что-то произошло, они что-то чувствуют, эти товарищи, в коллективном бессознательном, и они начали уже, может быть, не так все однозначно и прочее, прочее. То смотрите, этого не очень однозначно станет все больше и больше. По мере перехода к миру и по мере, вот, когда здание Второй Украинской Республики начнет сыпаться окончательно, начнется, если не полная рефлексия, то начнется в стиле, ну, может быть, где-то погорячились слегка, может, не надо было так узко, может, не надо было так расчеловечно, может быть, да, вот, может быть, как бы надо вот что-то более ширше смотреть на вещи. А помните, перед этим была рекомендация украинским СМИ не заниматься расчеловечиванием россиян, не писать там, да, всякие вот эти глупости, типа не называть их орками официально. Вот это звоночки. Они как бы коллективно бессознательно устают от самих себя. Помните гениальный монолог Штирлица и генерала в поезде? Его надо вообще высекать в поезде и вешать в каждое государственное учреждение в школе. Он говорит, фанатики могут победить, но они никогда не удержат победу, потому что они устанут от самих себя.
Вот это Да. то, что у нас сейчас происходит. Да, Правда, фанатики дадут последний бой, когда о мире объявят. Да, ты почитай там дискуссии. Там явились все и начинают что? так Активно смотри. да, Вот убивать друг друга. видавництво Фоліо видало книжку, куди камера показує, туди? Да покажи вот тут сейчас. Значить, Західний канон. Західний канон, Гарольд Блум, книги Торчедне століття. Це так, фундаментальна праця, і він там описує літературний західний канон. Починає з епоса Гільгамеші. Тобто там 28 авторов, а дальше он делает расширенный список 588 произведений, которые входят в западный канон литературы. Среди них наши Гоголь, Чехов и Мастер и Маргарита Булгаков. Слушай, как бы я недавно был в сети, скупался в сети крупнейших магазинов Европы книжных. Сметают литературу, посвященную русской литературе. Сметают. Там протолкнуться к полке нельзя, чтобы не взять краткое эссе о Достоевском там, и так далее, понимаете, да? Это оксфордский вот этот very short briefing и прочее. Куча народа на русском языке пытается учить русский и так далее. Огромное внимание к культуре, потому что там поставлены фундаментальные вопросы. Фундаментальные. Наши вот эти изыски и подпрыги ничего, кроме как дикостью атакующей цивилизацию не воспринимается. Мы воспринимаемся как дикари. Вот вам, смотрите, заявление Ляшко, министра здравоохранения, прямо сейчас. В Украине назревает глобальный дефицит врачей в ближайшие годы. По его словам, глобальный дефицит медицинских работников разных специальностей войти в 2030 году. Он, правда, не говорит, что с этим делать, а может и говорит на телеграм-каналы, это они не публикуют. Но у нас, давайте поставим вопрос шире, а глобальный дефицит чего у нас не назревает? В чем у нас нет глобального дефицита, начиная с глобального дефицита мозгов и способности врезываться в институцию? Ну да, общество дефицита. Общество дефицита. Советский дефицит просто стал глобальным, тотально. Ну это просто Пронизал надо, все общества. надо это собачье сердце массово крутить по телевизору, везде во всех каналах. Там все описано. Да, Булгаков все описал. Разруха в головах, например, он сказал. Да. Ну, в общем, полайкайте эфир, мне кажется, он получился Смотрите, эпичным. мы сами себе бедоси. Что бедный, то бо дурный, что дурный, бо бедный. Или мы разорвем этот порочный круг, или нет. Шаги мы назвали, диагноз мы поставили. У нас с вами будет интересная задача в ближайшее время. Она будет заключаться в том, что когда вот эти вот трещинки начнут усиливаться в стиле «давайте, может, вернем Булгакова», или, может, мы погорячились с русской литературой, то как бы усиливать сигнал. И называть четко всегда. И надо всегда блоками называть. Вот они причины, вот он тренд, вот лечение. Вот это мы должны сделать, иначе будет вот это. Смотрите, вот мало кто знает из наших зрителей, меня часто приходят и спрашивают, а что вы все время про притеснение русского языка? Что культура? Никто ее не притесняет. Назовите факты. Я называю факты. У нас запрещено в академических работах цитировать русские источники. Советские тоже. Как вы думаете? Да, советские тоже. Как вы думаете, что произошло в этой связи? А в этой связи большинство плагиаторов наших побежали записать докторские, кандидатские PhD из российских источников, потому что поисковая система их не ищет. Это произошло с руководителем кафедры философии Института Тараса Григорьевича Шевченко, кафедры истории и философии с институтом, который выжил Баумейстера, ему доносов и все остальное. Через пару месяцев его студенты, тоже бдительные комсомольцы, ловят на чем? Ловят на том, что он сплагиатил работу аспиранта философского факультета Московского университета и защитил в Украине докторскую. Пользуются чем? Что поисковая система при проверке на плагиат не ищет российские источники, и они берут все из российских источников, причем он докторскую защитил на аспирантской в Москве. Вот это теневой изнаночный процесс, который везде есть в Украине. Красиво декларируем и крадем. Заявляем правильные комсомольские лозунги и при этом идем как в Россию копировать там работы и защищать здесь докторские. Вот это вот вся суть нашей гнилой истории. Скрывается это через признание теневых процессов и выкладывание всего на стол, реального аудита и замены принципов и проекта, и замены проекта. Ни больше, ни меньше. За работу, товарищи.
Да. Цели просто- ясны, теперь заработать. Да, я просто хочу сказать, что Это июльские тезисы, да? мне кажется, что ключевым является вот именно управляемость процессов и вот эти трещины. Главное, чтобы они не превратились, как в ноябре, в декабре 1918 года, в развал государственности таким образом, что туда хлынул поток красных, белых там и всего остального, что потом не дало возможности стабилизироваться. Ну и, собственно говоря, государственность потерпела крах. Поэтому нужен управляемый Вот мне процесс. прислали, наши зрители прислали, видно вам, нет? Щось мені наш хазяїн дратує на клубнички українці, да. Це тому, що ми раса воїнів, нація воїнів, і як это, і дух у нас незламний. Вот это вот в буквальном смысле. Вот реальная политика в том, что мы батрачим на чужой ниве, привязанной к земле как крепостной, но за то, что у нас декларация ничем не обеспечена. Извините, не мог удержаться. Ну, это, собственно говоря, иллюстрация ко Дню Конституции. Я хотел напоследок оставить вопрос относительно отношения Дня Конституции. И, ну, собственно говоря, что для тебя этот день вообще, там, и для Олега, и для... Потому что, ну, для меня этот пустой день, потому что это пустышка, не подкрепленная ничем, ни государственными действиями, ни отношениями в обществе. Это был такой голем, построенный вот на песке там, да. Его родили тогда, в 90-е годы, и не смогли развить в что-то живое. Вот. И поэтому сегодня День Конституции звучит как оскорбление для всех людей, которые хотят жить в правовом государстве и строить какую-то перспективу, там, думать о ней, там, развивать ее там, и так далее, и так далее, и так далее. Но опять-таки это только говорит о том, что предстоит построить Третью Республику, предстоит в Третьей Республике построить абсолютно другие нормальные человеческие отношения, где людина буде понад усе, не устану это повторять. И, собственно говоря, где День Конституции будет реальным праздником, потому что люди будут понимать, что Конституция это не простая бумажка, которую можно апеллировать в тот момент, когда тебе по хребту бьют менты, вот там, да, а то, что за этим стоит государство, которое смотрит за тем, чтобы прописанное в Конституции соблюдалось, выполнялось, наказывалось в случае, если появляется необходимость, и тем самым бдило эти отношения в социуме, которые государство призвано защищать. Вот, собственно говоря, такая конституция, такое государство нам нужны, и это будет в Третьей Республике. Вот смотрите, у нас есть вот еще вопиющий пример, куда ни возьми. Какую тему не возьми, всегда есть хороший вопиющий пример шизофрении Второй Украинской Республики. У нас президент гарант Конституции, правильно? По Конституции. Назовите мне хоть один реальный механизм, прописанный в Конституции, либо в любом подзаконном акте, в котором он может гарантировать Конституцию, следить за ее выполнением. У него нет этих механизмов. То есть мы опять записываем ничем не обеспеченный принцип, он институционально не обеспечен, у него нет соответствующих механизмов, а ответственность политическую, историческую он несет за то, что Конституция напрочь не выполняется. Более того, некоторые наши президенты делают все, чтобы она изо всех сил нарушалась, эта Конституция. Да, как некоторые, все, просто каждый в разной степени. Денис Гороховский есть у нас, наш хороший единомышленник, он написал сегодня замечательный пост, он очень короткий. Есть две книги, которые могут сильно повлиять на молодого человека 14 лет. «Властелин колец» и «Конституция Украины». Одна инфантильная сказка, не имеющая отношения к реальности. Чтение и восторг от этой книги может привести к эмоциональной незрелости, уходу от реальности в мир фантазии, неспособности самостоятельно решать свои проблемы во взрослой жизни. Вторая книга про хоббитов и орков. Занавес. Ну, кстати, в Фейсбуке, вот я сейчас смотрю, когда День Конституции, там много таких грустных постов. То есть это как бы превратилось в символ там какого-то обесчещивания, извращения там и так далее. Причем таких постов уже много. Вы знаете, я все жду, когда думать. Как обществу станет невыносимо стыдно. Куча взрослых дядей и тетей, которых этой Конституцией бьют по голове и заставляют подтираться. Но когда эти все взрослые дяди и тети уже признают, что все плохо, и система, которую они поддерживают, защищает, инвестирует, их же уничтожает и унижает. Просто вот король голый, давайте признаем реальность. Нам бы по-хорошему нужно бы такой же шок, который сейчас Америка испытывает от дебатов Байдена и Трампа. Может, мы на своих дебатах это все увидим, когда наши кандидаты начнут дебатировать и так далее, но мы должны сказать король голый.
Но вот в Киев же переполнен машинами. Публика ездит на Infiniti, где-то там учит языки, какие-то бизнесы заводит, что-то там пытается бороться, донатит, постит лозунги в Инстаграме и прочее, прочее. Ну реально, сегодня в День Конституции приходится признавать, что по-любому из вас могут поступить по полному беспределу. Вы ничего с этим не сделаете, силовики. Разорвут ваш бизнес, разрывают уже. И все ваши лозунги до задницы. Вы можете много задонатить, можете написать в Инстаграм все самые правильные слова мира, да покричать чему на державу, но от этого ничего не меняется. Это документ, который должен стать основой системы взаимоотношений в стране. Им подтираются, они его вытирают ноги и вас бьют по голове этим документом. Так что ж праздновать? Тотальный крах самой идеи, самой логики происходящего. Когда станет стыдно, украинцы? Вот когда нам всем станет стыдно за Вторую Республику, которую мы наворотили, систему отношений, которую мы создали, и которую мы делаем вид, что вот она самая светлая, самая хорошая, самая славная. Она не самая славная. Это гигантская машина по унижению и уничтожению украинцев. Вторая Республика. Вот и все. Ну что, полайкайте эфир, во-первых. Мне кажется, он получился, и многие ответы на вопросы, которые относительно Арестовича возникали после 3 эфиров с Быковым и 2 дамами известными возникли. В общем, они закрыты. Это первое. Второе. У Леши сбор там для 93-й бригады, по-моему. Да. Вот. Дроны собираем. Там 560 где-то тысяч, 380 уже собрали. Давайте докидаем. Мы закрывали такие вещи. Да, поэтому поддержите этот сбор. Хомяку спасибо за то, что 2 эфира героически провел. И Арестовичу тоже спасибо за то, что героически работает на благо Харькова и всех харьковчан. Спасибо, да, за то, что ты героически, да, все это терпишь. Спасибо за Пол Романенко. Теперь знаю, как нас называют. Как называют, да, Пол Романенко. Есть же такая, я не знаю, знаете вы или нет, общенатовская, общеевропейская, американская, британская системы мониторинга СМИ. В том числе мониторит по украинскому вопросу, в том числе ключевые идеи. Вот я, например, некоторые тезисы забрасывал, заранее зная, что я буду смотреть, смотрел, сработает или нет. И добрые люди мне подсказывают, что там этот самый. Вот есть Пол Романенко отдельно выделен в этой аналитической системе, чтобы вы понимали. Это единственное, где считается, берется реальная информация, а все остальное девальвировано уже абсолютно. Не воспринимается. Сегодня мне есть что рассказать жене. Скажу, что Не зря ты на так кризис сделал. среднего возраста, который она обвинила меня и мою аудиторию, у нас есть твердый ответ. Пол Скажи, Романенко. я, между прочим, Паустовского не зря читаю. Тут это имеет прямые позитивные следствия. Хорошо, джентльмены. Ну что, спасибо большое еще раз. Всем хороших выходных, мирного неба, тихого света. Тоже немаловажно. Не зевайте, смотрите на соответствующие службы, чтобы не заставать в лифтах. Это тоже немаловажно. И спасибо Алексею Арестовичу, Олегу Хомяку за прекрасный эфир. Обнимаем, целуем. Пока.